Сегодня у нас 12-я лекция «Кватернионные уравнения гидродинамической модели электронной жидкости в твердых телах». План лекции будет следующий. Вначале я вам кратко напомню результаты предыдущей лекции, а именно кватернионные уравнения для электронной ионной плазмы. Затем мы обсудим, как это уравнение можно применить для электронной жидкости в твердых телах, и в частности рассмотрим электронные звуковые волны в металле. Сначала идеальный случай, а потом обсудим процессы затухания в этой системе. Затем мы рассмотрим электронно-дырочную жидкость в полупроводнике, звуковые волны в этой жидкости. И, наконец, последним пунктом будет электрон-позитронная плазма. Итак, на прошлой лекции мы написали обобщенные кватернионные уравнения двухжидкостной модели плазмы. Значит, вот эти уравнения. Первое уравнение для механической системы. Здесь в правой части стоят поля внутренние, вмороженные. Уравнение для полей выглядит следующим образом. Источник записан вот в этой части, а оператор D, он сложный такой. Здесь входит простая производная, конвективная производная, а также частота столкновений и, значит, внутренний параметр внутреннего трения и оператор Лапласа. Вот это уравнение можно применить не только для описания электронно-ионной плазмы, но также для описания электронной жидкости в твердых телах. Если говорить о металлах, то достаточно просто индекс альфа взять Е и написать одножидкостную модель. Но есть некоторые особенности, которые мы с вами сейчас и обсудим. Итак, мы сразу на основании прошлой лекции можем написать систему уравнений для звуковых волн, где все величины с волной – это отклонение от равновесного состояния. Все эти величины в равновесии равны нулю, кроме концентрации электронов. Концентрация электронов равна равновесной концентрации. Ионы в металле неподвижны, поэтому их можно не учитывать в этой модели. Они не участвуют в движении, они участвуют только в электромагнитном взаимодействии, создавая такой положительный фон. Любые отклонения концентрации от равновесной приводят к появлению зарядов в этой жидкости и, соответственно, полях. Любые движения электронов сопровождаются генерацией магнитного поля и соответствующих эффектов. Вот здесь представлена система, значит, уравнений. Одножидкостная модель электронной жидкости в металле. Сначала мы рассмотрим идеальный металл без затухания и рассмотрим звуковые волны. Значит, если мы сделаем простую операцию, вот это уравнение, значит, возьмем от него производную по времени, тогда здесь будет вторая производная, а здесь будет смешанная производная d по dt и дивергенция v. Далее мы возьмем оператор дивергенции вот от этого уравнения, и тогда поставим из этого уравнения вот сюда этот член. Дивергенция e, который здесь появится, мы возьмем вот из этого уравнения. И тогда в результате мы получим вот такое уравнение для отклонения концентрации от равновесной электронной. Здесь, значит, параметры S – это скорость звука в электронной жидкости. Значит, омега ЕП – это плазменная частота электронная. Точно такие же уравнения из той системы можем получить для всех этих величин механических и для полей. Вот. Если мы введем обобщенный параметр P, который принимает любые значения вот из этого набора, то есть вот из этих, тогда обобщенное уравнение может быть записано через этот параметр вот следующим образом. Дисперсионная характеристика для этого уравнения получается следующим образом. Мы будем искать решение в виде плоской волны, подставим его в это уравнение, и тогда получим дисперсионное соотношение, которое связывает частоту наших волн с волновым вектором, или в данном случае с волновым числом. Схематически решение этого уравнения представлено вот на этом рисунке. Значит, есть асимптота, связанная со скоростью звука электронного в этой жидкости. И есть частота отсечки, равная плазменной частоте электронной. Поэтому дисперсионная характеристика ведет себя следующим образом. Она выходит вот из этой точки и постепенно приближается к асимптоте. Вот такая вот дисперсионная характеристика. У идеального
у идеальных звуковых волн в идеальном металле. Теперь, как учесть затухание? Затухание учитывается достаточно просто. Мы меняем оператор D по DT на более сложный оператор, как мы рассказывали в прошлой лекции, и тогда дисперсионная характеристика усложняется, она становится вот таким. Значит, решение этого уравнения представлено вот здесь. Здесь есть точно такая же зависимость частоты от волнового вектора, реальная часть, и появляется мнимая часть, которая отвечает за затухание наших волн. То есть наши волны имеют ту же самую дисперсионную характеристику. Частота связана с волновым вектором для распространяющейся волны, а амплитуда наших волн будет затухать. Причем, чем больше волновой вектор, то есть чем меньше длина волны, тем затухание будет больше. Вот здесь представлен график, значит, декремента затухания в нашей волны. Значит, вот такая ситуация с металлом. Теперь ту же самую модель двухжидкостной плазменную можно применить и для описания электронно-дырочной жидкости в полупроводнике. Действительно, давайте мы для простоты рассмотрим собственный проводник, тогда концентрация электронов и дырок в нем будет одинаковая, равновесная. Вот. И этот полупроводник, жидкость двухкомпонентную, из электронов и дырок, можно описать теми же самыми уравнениями. То есть для механической части, для электрических полей, вот с такими источниками, где у нас индекс альфа принимает два значения: и для электронов, и h для дырок. Вот. Поэтому здесь вот вы видите, появились индексы электронные и дырочные. Значит, в чем отличие электронов и дырок? В полупроводниках эффективная масса электронов и дырок отличаются друг от друга. То есть это не свободный электрон. Вот. Бывает, что масса дырки больше, чем масса электрон, и наоборот, масса дырки может быть меньше, чем масса электрон. С этим связаны некоторые эффекты. Поэтому и скорость распространения звука в дырочной компоненте этой жидкости и в электронной будет разной. Вот эти эффекты мы сейчас и рассмотрим. Мы сразу можем писать линейные уравнения, точно такие же, как мы писали для металла. Здесь, значит, еще раз подчеркиваю отличие, есть эффективная масса и скорость звука, которые будут отличаться для дырок и для электронов. Из этой системы следует вот такое вот волновое уравнение для обобщенного параметра P. Такое же уравнение мы получали для электронно-ионной плазмы, только с другими значениями скоростей звука и плазменных частот. Здесь плазменные частоты для электронов и для дырок отличаются опять эффективной массой, как я уже говорил. Вот. Дисперсионное соотношение для этого уравнения записано вот здесь и графически представлено вот на этих двух рисунках. В случае, когда масса дырок больше, чем масса электрона, тогда зависимость будет вот такая. Есть две асимптоты, связанные со скоростью дырок, она меньше, чем у электронов, и поэтому одна ветвь выходит вот из нуля и приходит к асимптоте, определяемой скоростью звука в дырочной компоненте нашей жидкости. Вторая асимптота связана со скоростью звука в электронной жидкости. И, значит, есть частота отсечки, равная корню квадратному из суммы квадратов плазменных частот. Если же у нас масса дырки меньше, чем масса электронов, тогда эти две зависимости как бы меняются местами. У нас асимптота нижний теперь будет связан с электронным звуком, а верхняя асимптота будет связана с дырочным звуком. Соответственно, верхняя ветвь дисперсионной кривой будет приближаться к асимптоте дырочной, а эта ветвь будет приближаться к электронной асимптоте. Вот такие особенности есть в полупроводниковой плазме или в полупроводниковой жидкости. Теперь, а если у нас массы дырок и электронов равны будут, какая будет дисперсионная зависимость? Ну, трудно себе представить, что в полупроводнике они будут равны, поэтому мы рассмотрим электрон-позитронную плазму. Там уж точно все будет одинаково. И заряд электронов равен заряду позитронов с противоположным знаком, и масса у них будет совершенно одинаковой, и скорости звука в этих двух компонентах жидкости будут одинаковы. Тогда что произойдет? Верхняя ветвь останется точно такой же, а вот асимптоты превращаются в одну из ветвей дисперсионной характеристики. То есть вот эта вот ветвь будет связана со скоростью звука, она одинаковая для
позитронов и электронов, и равняется СЕП. Это есть одна ветвь, и она же является асимптотой. К ней приближается вот эта вот ветвь, которая начинается с частоты отсечки и приходит к этой же линии. Короткое заключение. Утрудненные уравнения гидродинамической двухжидкостной модели плазмы могут быть применены для описания электронной жидкости в металле и электронно-дырочной жидкости в полупроводнике. Вот рекомендую вам статью, опубликованную в 2022 году в журнале Fluids. Самосогласованная гидродинамическая модель электронной вихревой жидкости в твердых телах. Ссылка дана вот здесь, а также будет приведена в закрепленном комментарии. Если у вас возникли какие-либо вопросы или желание обсудить что-то, или, может быть, высказать критические замечания, то вы можете связаться со мной, написав письмо, используя вот этот адрес. Благодарю вас за внимание.